Всем привет! Сегодня разберем такой вот карбюратор. Устанавливается на многих китайских пилах, ну и на фирменной технике тоже похожие карбюраторы. Немножко там отличия есть, вот к примеру с фирменной техники, потом покажу, в чем его отличие. Вот, разберем его, покажу принцип работы, покажу, какие неисправности бывают, покажу также, как продиагностировать данный карбюратор. Так, давайте разберем. Для начала разбираем верх. Так, начнем с верхней крышки. Хотя на некоторых пилах это будет нижняя, потому что там карбюратор перевернутый. Что у нас здесь находится? У нас находится сама крышка и две прокладки вот таких вот. А точнее резиновая прокладка и мембрана. Вот так вот она выглядит. Итак, как же работает у нас сам насос? Насос — это вот эта вот мембрана, которая работает с двигателем через импульсный канал. Импульсный канал у нас при вращении двигателя создает давление разрежения, за счет чего вот эти вот клапана, вот эти вот одно и вот второе, то открывают, то закрывают соответственно отверстия. Итак, для начала у нас данный клапан, вот этот вот, он у нас приоткрывается. Вот здесь он находится, подает топливо у нас вот это вот отверстие, затем подает топливо в эту камеру, затем он закрывается, и также само открывается у нас другой клапан, который опять же с этого отверстия подает топливо в это и перетекает уже в главный такой вот фильтрующий канал. Здесь у нас металлическая сеточка, в данном карбюраторе ее нету, но она стоит во всех карбюраторах. Ну и после этого всего у нас топливо попадает в поплавковую камеру карбюратора. Здесь у нас стоит внизу иголка. Сейчас разберу, покажу. Здесь у нас также установлена мембрана, которая у нас служит поплавком, скажем так, на обычных карбюраторах. Также она с помощью колебаний вот этим вот пятачком давит на иглу. Ну и опять же приоткрывается игла и подает топливо в нашу камеру. И после нее стоит уже резиновая. То есть внизу у нас сначала стоит резиновая прокладка и затем мембрана, а сверху у нас наоборот. Сначала мембрана, а затем резиновая прокладка. Итак, что же мы видим снизу? Снизу у нас все просто. Иголка наша, этот коромысло, которое нажимается и приоткрывает подачу топлива. Главный топливный жиклер, он же клапан форсунка. Вот он так вот выглядит. И под этой крышечкой у нас находится три отверстия, которые у нас отвечают за холостой и переходной режим работы двигателя. Сейчас попытаюсь объяснить. Итак, холостой ход, либо же низкие обороты, это винт L у нас. Как раз он у нас связывает подачу топлива с этими тремя отверстиями. То есть сейчас покажу, если будет видно. То есть сейчас попытаюсь показать. Вот одно отверстие, оно отвечает у нас за холостой ход. Если мы приоткрываем заслонку, у нас виднеются еще два отверстия дальше. То есть за самой заслонкой.
Вот там вот дальше виднеются еще два отверстия. Это у нас отверстия, отвечающие за переходной режим работы двигателя. То есть от низких оборотов на высокие. То есть когда мы даем газу, у нас сразу подключаются вот те два отверстия, подают топливо. Ну и же потом у нас подает топливо главный жиклер, то есть винтаж. Это главный жиклер у нас. Вот он. Итак, какие бывают неисправности? Часто у нас самые распространенные неисправности — это пересохшие мембраны. То есть, смотрите, так попытаюсь показать. Я думаю, видно, что один клапан у нас немного отогнут. То есть для корректной работы двигателя у нас не должно такого быть. У нас должны эти клапана быть вровень с самой мембраной. То есть это первая мембрана. То есть смотрите на изогнутость клапанов. Ну, лепестковые этих можно так назвать. Вторая причина — это плоскость. Следите, чтобы плоскость карбюратора вот в месте прилегания мембраны была плоская, без какого-либо мусора, грязи и тому подобного. То есть очистите, то есть это место у нас должно быть стерильным, скажем так. Ну и также смотрите, здесь сеточка стоит, чтобы она была чистая. То есть без какого-то абразива, там, пыли, опилок и так далее тоже. Так, теперь переходим к нижней части. Также бывает проблема с иглой. То есть бывает такое, что игла не держит. Ну и у нас постоянно бензин течет самотеком в цилиндр. Так, затем еще один такой вот нюанс. Это клапан форсунка. Он также выходит из строя по непонятным причинам. Он на самом деле там устроен просто. В нем стоит мембрана резиновая, которая подает топливо. С камеры подает топливо, а в обратку воздух не поступает. То есть она перекрывает, чтобы не было завоздушивания камеры. Вот, как его проверить? Проверяется он легко. Смотрите, что нам нужно. Мы берем, выкручиваем винт H. Вот так вот полностью. Берем шланчик какой-нибудь плотный, чтобы плотно-плотно у нас закрывалось отверстие. Ну и перекрываем вот эти вот два отверстия. Вот это вот первое и вот второе. То есть можно как-то пальцем, либо какой-то приспособой, если у вас есть. Ну и все. В общем, у нас должно туда дуться, а в обратку нет. То есть, я думаю, слышно. Туда дуется, в обратную сторону нет. То есть у нас клапан рабочий. Если он дуется в обратку, это нужно его менять, выпрессовывать, подбирать с других карбюраторов, потому что по диаметру они тоже разные. Вот. Некоторые этим не занимаются, просто меняют карбюратор, потому что такое себе дело на самом деле. Вот здесь, как видите, пытались что-то сделать, просто прорубили. Непонятно, в общем, что они хотели этим добиться. Ну вот, такое вот получилось. Вот. По поводу винта L, здесь вообще все просто. Выкручиваете этот винт полностью и каким-то очистителем карбюратора брызгаете, и у вас должно с этих трех отверстий пропшикиваться, то есть продуваться топливо. То есть на самом деле вообще все просто. Также не забывайте винты, если полностью выкрутили два вместе, нужно запоминать, где какой, потому что они немного разные. Вот, к примеру, винт L, он у нас немного длиннее. И вот винт H, то есть видите конус, он немного короче. То есть запомните, где какой. Так, это по поводу винтов, подачи топлива и тому подобное. Так, что еще, что еще? Ну, внизу, в принципе, все рассказал. Так, ну, также, опять же, следите,
чтобы мембрана была эластичная, чтобы не было никакого здесь подсоса воздуха, там трещин и тому подобного. Так, это в сторону. Так, переходим ко второму карбюратору. Сейчас попытаюсь показать его отличия. По верхней части, по принципу работы он ничем не отличается, так же как и в нижней части. Он отличается только регулировочными винтами. Они у нас под такую вот шлицевую отвертку. Это карбюратор с партнера. Также они устанавливаются на Husqvarna. Вот. Отличается он праймером. Вот такой вот штуцер есть. И самое главное, ускорительным насосом. То есть вот таким вот третьим отверстием, которого в обычном карбюраторе нету. У нас здесь только по две шпильки, два отверстия. Здесь у нас третье, вот он. Это у нас ускорительный насос. Выглядит он на самом деле просто. Там стоит поршенек с резиночкой. Ну и пружинка, которая двигает поршенек. Ну и сама шахта. То есть бывает такое, что этот поршенек вот как здесь изнашивается. То есть видите, износ. Также изнашивается резинка. С другой стороны у нас тоже износ. Бывает изнашивается сама вот эта вот шахта этого поршенька. Из-за чего он начинает травить. То есть при таком износе у вас будет некорректно работать и набирать обороты бензопила. У вас будет плохо набираться праймер, будет воздух тянуть. Проверяется он тоже на самом деле просто. То есть когда это все установлено, там подсняли карбюратор со шпилек, качаете праймером, можно капнуть сюда капельку масла и также вот на это отверстие, где у нас заслонка. И у вас сразу праймер начнет набираться. То есть масло у нас, как бы сказать, закрывает мелкие щели, то есть дает немного времени, чтобы набрать праймер. То есть такой простой метод на самом деле. То есть таким способом можно исключить потравливание самого насоса. То есть зачастую ускорительный насос у нас просто глушится, потому что менять его нету смысла в большинстве случаев, так как, к примеру, если износился поршень, там поставили новый, опять же не факт, что карбюратор будет работать корректно, потому что, возможно, здесь что-то подразбило, подизносило, поэтому может травить. Поэтому проще всего его глушат, там заклеивают, ну и все, в принципе, карбюратор работает как и должен. Да, немножко влияет там на динамику двигателя, но несущественно. Вот такие вот основные моменты по карбюраторам я вам рассказал. Надеюсь, кому-то это поможет. У меня на этом все. Кому было полезно и интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, кого что интересует. Попытаюсь на все ответить. Ну и по возможности снять видео. Все, всем пока.